Действительно ли в американском обществе идет избавление от терминов, имеющих гендерную окраску? Например, отец и мать, муж и жена, он и она, ну и так далее. Some are trying. Да, некоторые пытаются. Мгм. So it is becoming more common to use the language of parents only, because you don't know if there are two mothers or two fathers, or spouse, because you don't know if a man has a wife or a husband. Мгм. Сейчас очень часто говорят, используют термины родители, при этом как бы не нужно указывать мать или отец, просто родители. Или же супруги. Опять-таки здесь не указывается гендерная принадлежность. Yes. And then, of course, you don't want to assume that someone is a man or a woman until they tell you. И, конечно же, вы не хотите в данной ситуации самостоятельно принимать решение, кто перед вами, мужчина или женщина, до тех пор, пока этот человек не представится. So people usually, again, in academia, are more frequently indicating their preferred pronouns in their email signatures or even when they introduce themselves to you. Поэтому люди, особенно из академических кругов, очень часто сами как бы определяют себя, когда они пишут какие-то письма, допустим, по электронной почте, и там они представляются как-то. И вот это становится уже их принадлежностью, да, определением того, кто они. Yeah. And sometimes they even make up new words, you know, not just he or she, but I don't want to be either he or she, so Z or something nonsense. Иногда даже новые слова придумывают, когда человек говорит, я не хочу быть он или она, да, по-английски he or she, и придумывает, например, слово Z, которое вообще не имеет никакого смысла. So it works in English, Igor, because somewhat better, because English is not a highly gendered or inflected language. I don't know about Russian, but most other languages, every adjective, every word that describes a person, they're masculine or feminine. That's right. Neuter, but I think it takes on in English because English is not highly specific like that. Да, Кит говорит, что это работает хорошо именно в английском языке, поскольку он, так сказать, не очень ярко подчеркивает гендерность. Да, то есть в русском языке, например, существуют окончания, соответствующие мужскому, женскому роду, да, а в английском он просто отсутствует, поэтому в английском языке это работает. Было бы гораздо сложнее в других языках, где существует род и склонение по родам. So it's academics, it's also, again, politics. Some politicians, and especially in the new President Biden administration, have recently even talked about birthing people instead of mothers. They like the term birthing people. Да, interesting. Ну, вот, например, он говорит об администрации президента Байдена, что вот многие люди, которые в этой администрации состоят, они даже придумывают какие-то новые слова. Например, вместо того, чтобы использовать слово «мать», они придумали слово «рождающие люди». Вот так вот. It is amusing, and I laugh also, but it's also scary because if the government can control the language, then more easily control the thoughts of the people, because our thoughts are usually expressed by our words. Да, ну это, конечно, занятно, забавно, я тоже улыбаюсь, когда это слышу, но это на самом деле очень опасно, потому что если правительство может контролировать язык, тогда им будет легче контролировать и человеческие мысли. If certain words are forbidden or eliminated, then it will be harder for people, especially the next generation, to express or even think about the concepts that those words once expressed. Если какие-то слова будут запрещены или исключены, да, из употребления, то следующему поколению будет труднее
выразить или даже думать какими-то концепциями, которые этими словами выражаются, если они просто исчезнут. George Orwell's book 1984 talks about this. That's one of the characteristics of his dystopian future is the language. He calls it newspeak, where certain words are eliminated from the language, and then people after a while don't even have the words to express those concepts, and the concepts themselves evaporate or disappear. Okay. Вот эту идею очень хорошо описал Джордж Оруэлл в своем романе 1984. Он как раз обыгрывает вот эту мысль, что люди перестают понимать концепции, когда из языка исчезают определенные слова. А именно там этим и занималось в этом утопическом государстве. По-моему, там было Министерство правды, которое занималось вот такими вещами. There was a Ministry of Truth, I guess, in that novel. There was, which traded in falsehoods and changing the truth. Да, то есть в конечном счете это Министерство правды, оно просто меняло правду, да, то есть она называла вещи, которые были ложью, называла их правдой. Все менялось местами. Yeah.